said you loved me. Love is just a cage, let me go. Всем привет! Сегодня у нас расклад про любовь, про ваше любименькое, которое тебя за углом ждет. Но я предупреждаю, если ничего не ждет, то я так и скажу. Поэтому, если хотите услышать сказку про Сивку, как он влюбился в Бурку, это не сюда. Поэтому только правда. И, конечно же, приходи в проживание арканов. Все уже там, одна ты сидишь и вся такая непрожитая. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички, а у вас тут трактовать даже ничего не нужно. Вот смотри, как всегда передо мной бумажка с вопросами. Вопроса 3. Первый – это кто это? А это твой коллега, который вот недавно начал, как говорится, кофе наливать тебе. Еще с таким видом, как будто он вот это, как называется, который кофе-то делают. Бариста. Как будто он барист такой. И это не просто добрый самаритянин. Нет, мужик уже давно в тебя тыкается. Но ты его как мебель воспринимаешь. Он заранее все просчитал. Карьера у него стабильная, денег хватает, квартира своя. Вот и решил, что пора бы уже тебя из твоего склепа, как говорится, вытащить к себе. Но не жди, что он будет там с розами под окнами стоять. Нет. Он привык действовать четко, без соплей. Вот знаешь, обрати внимание, как он тебя слушает, когда ты просто там про работу говоришь. Он не просто так кивает. Он реально запоминает детали. Он реально запоминает, вот знаешь, вот каждую твою, как сказать, каждую твою детальку, твою мимику и так далее и тому подобное. То есть он коллега с твоей работы. И мужик этот, он давно присматривается. Но ты вот упорно делаешь вид, как будто он просто коллега. Ну, проснись уже. Он не случайно рядом оказывается, когда тебе помощь нужна там по работе. И он не из тех, кто будет время на пустое общение тратить. Нет. Но для тебя он, конечно же, исключение делает. Тут не просто симпатия. Он тебя как перспективную женщину рассматривает, где он готов вложить силы, ресурсы, а то и кольцо даже. Это не спонтанный порыв у него, нет, он все взвесил давно. И теперь только дело за тобой. Или ты продолжишь вид делать, что не замечаешь его вот этих намеренных случайных встреч, ну или признаешь, что перед тобой человек, который не просто так в твоем графике появился. Почему ты его не видишь? Почему любовь не видишь? Ну, знаешь, ты мастер самообмана. Ты вот упорно гонишь мысль, что кто-то может по тебе серьезно там заинтересоваться. Потому что ты сама заперлась в своей раковине, как улитка после соли. Ты же вот все свободное время зарываешься в работу, выходные тратишь на то, чтобы пережевывать свои незавершенные задачи. Ты настолько зациклилась на этом беге по кругу, что даже когда он тебе комплимент бросит, там про твою прическу, улыбку, неважно, ты это мимо ушей пропускаешь, типа, просто вежливость. Да нет, не вежливость. Это тестовый, как говорится, шар в твоей кегли. А ты вместо того, чтобы улыбнуться в ответ,
ему про проблемы трещишь или вообще просто мимо с покерфейсом уходишь. Ты сама создала вот эту стену из рабочих встреч и мнимой занятости, чтобы не сталкиваться с реальностью. А реальность проста. Ты боишься, что если ты отвлечешься на отношения, то ты контроль над своей идеальной жизнью потеряешь, которую ты сейчас старательно строишь. Вот ты и прячешься за таким статусом «я сама по себе», да там на мужиков вешаешь такие ярлыки «это не мой тип мужчины» или там «он наверняка женатый». Да перестань уже видеть во всех подряд угрозу твоему расписанию. Пока ты в своей башне из срочных дел сидишь и воображаемой независимости, нормальные мужики мимо проходят. Им просто надоедает биться, как рыба об лед, понимаешь? Об твою броню надоедает биться. Что тебе делать, зная все это? Ну, хватит ныть и ждать, пока судьба от тебя там за шиворот вытащит в ЗАГС. Ты узнала, что он есть. Ты поняла, что сама виновата в своей слепоте. Теперь действуй. Вот забудь про свою привычку 5 раз подумать и передумать. Вот в следующий раз, когда он кофе тебе предложит или там помощь с чем-нибудь, не сливайся, а возьми и пригласи его на борщ. Вот сама прям. Не жди, что он будет еще полгода намеки кидать. Нет. Мужиков разбирают, как горячие пирожки вкусные. Остаются только вот такие вот, типа как я. А зачем тебе такой, как я? Таких, как я, тебе не надо, они тебя задавят. Вот он готов вкладываться, понимаешь? Но терпение у него не бесконечно. И не надо устраивать скрытый квест вот этот с посланиями, да? Говори прямо. Слушай, там скажи, давай в пятницу вечером сходим вот в кафе новое. Или там в кино. И никаких отговорок «мне неудобно» или там «вдруг он откажет». Если откажет, ну и хрен с ним. Зато поймешь, что это не твой вариант. А если согласится, сразу ставь границы. Понимаешь? Дай вот этому диалогу между вами и, я бы сказал, энергии вот между вами течь естественно. И главное, перестань убегать в мыслях в свой вот этот рабочий ад, когда он рядом. Телефон выключи, забудь про смски, телеграммы, ну на 2 часика всего. И просто посмотри, как он реагирует на твои шутки или как вилку держит. Это не экзамен, это возможность выдохнуть. И ни в коем случае на вот этом свидании не говори ты про работу, несмотря на то, что он твой коллега. Ну какая работа, что ты уж. Либо ты сейчас переступаешь через свою зажатость, либо потом будешь жалеть, что ты шанс упустила из-за дурацкого своего страха. А страх у тебя, а вдруг не получится, а вдруг женат. Все получится. Но только если ты перестанешь быть тряпкой, а то вон, не дай бог, тебе такой, как я, потом попадется, будешь всю жизнь плакать. Поверь, плакать ты будешь. Итак, давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Вот и попались вы. Попались, тут не мужик. Ты ищешь вот кого-то, кто тебя спасет, кто тебя обнимет, скажет, что ты моя королева, но хрен там. Любовь твоя — это не мужик с цветами, это ты сама. Твоя зацикленность на старых травмах, вот как тебя там жирный называли, критиковали тебя, это и есть вот та стена, которую ни один нормальный человек не пробьет. Ты до сих пор носишь в себе вот эту
девочку Плаксу, которая верит, что ее надо, любовь я имею в виду, заслужить там страданиями и вот этим всем. Вот и получается, вместо того, чтобы сейчас жить, ты застряла в прошлом, как в болоте. И все твои: да он мне не пишет, а вдруг я ему не нравлюсь, вдруг я ему не понравлюсь. И это крики вот этой самой несчастной девчонки, которую ты до сих пор не удочерила. Пока ты не перестанешь рыдать над фотками старыми и себя жалеть, никакая любовь тебя не вытащит. Понимаешь? И вот ты всегда, как бы сказать, не отворачиваешься, а вот по-другому, вот как бы отнекиваешься от подруг, которые вот говорят: да ты красотка и так далее. Так они же тебя не успокаивают, они правду говорят. Вот возьми свою тухлую ностальгию, заверни в пакет и выкинь на помойку. Твоя любовь — это ты сама. Должна быть. Вот я часто говорю, если ты сама себя не любишь, то с какого, извините меня, хера должен тебя полюбить какой-то посторонний мужик? Почему ты не видишь любовь? А ты как белка в колесе, которая несется куда-то с этими глазками горящими. А вокруг 300 вариантов, но все ерунда. Ты ж сама устроила этот цирк. Сидишь, разбираешь фотографии бывших, выискиваешь идеального мужчину по гороскопу, а в реальности любой живой кандидат тебя пугает, как огонь. Ты же не человека ищешь, ты ищешь сказочного принца с замком, с розами, с этим, как его, с белым конем. Как вот, знаешь, как в диснеевских мультиках, которые только водятся. Вот ты мечешься между вот этим: ой, это точно пикапер, ой, этот женатый, этот вообще там какой-нибудь гик. И в итоге ты никого не подпускаешь близко, потому что фантазии мозг разрывают. Вот плюнь ты на эти иллюзии-то. Твой страх реальных отношений — это как тормоз на колеснице. Вроде вперед мчишься, но на самом деле ты крутишься вокруг своей же жопы. Перестань в облаках витать и посмотри под ноги. Может, тот самый мужчина с соседнего там подъезда, отдела, квартиры уже, который год кофе тебе носит, а ты его во френд-зоне держишь. Потому что ты мечтаешь о Брэде Питте, который был там в 95-м году. Что тебе делать, зная все это? Хватит ныть. Вот мое любимое: хватит ныть. Берешь свою жизнь в ежовые рукавицы и начинаешь действовать как взрослая женщина. Во-первых, нужно прекратить этот бардак в твоей голове. Если хочешь отношений, то забудь про вот это вот: ой, а вдруг меня бросит? Или там: ой, а что люди скажут? Вот вырежи ножницами из своего лексикона все вот эти сопливые оправдания. Также границы свои четкие ставь. Не нравится, как к тебе относится мужик, сразу его посылаешь без разговоров, потому что твое время дороже, чем его тупые отмазки. И себя организуй. Вот распиши конкретные шаги. Куда ты пойдешь знакомиться, что именно тебе нужно в партнере. Не надо мне только, мы в магическом чате много раз спрашиваю, что в мужике нужно. Все отвечают: знаешь что? Лишь бы любил. Ну, хорошо. Вот тебе вот бомж из нью-йоркских трущоб. Вот там есть же вот где вот эти, как его, бездомный. Вот, он будет любить. Возьмешь, ты скажешь: нет. Зачем мне он грязный? Значит, должен любить и быть чистым. Вот. Человек нигде не работает, играет в танчики, чистый и любит тебя. Нужен? Нет. Вот поэтому распиши, что именно тебе нужно в этом человеке. Понимаешь? Любовь, она с неба к тебе не упадет, пока ты не начнешь строить ее как вот проект. Без истерик, без детских обид, четко и по плану.
И, конечно, если нужно, то вышвыривай нахер всех, кто мешает твоему спокойствию, хоть даже тетку родную. Теперь ты командир своей жизни, а не плакса вот это вот. Плакса, как там, плакса хренакса пусть будет. Забыл, как называется. Поэтому все, у тебя тут только любовь к себе должна быть. Любви на горизонте нет. Давайте к третьему варианту перескочим. Троечки. Троечки, троечки. Тут тоже трактовать не нужно, да? Человек, который тебя уже предал, который тебе изменил. Так, по порядку, кто это? Это твоя любовь за углом. То есть бывший, который уже успел тебе сердечко в клочья разорвать и сейчас делает вид, как будто ничего не было. То есть наобещал с 3 короба, потом слился, как последняя крыса, когда тебе реально плохо было. А сейчас он вынырнет из-за этого угла со своими «Я все понял». Людк, Людк. А нет, там Любка. Я все понял. Я вот, знаешь, я всю жизнь жил, вот сколько мы с тобой там не были, да, там год, 2, 3. И я понял, что лучше тебя никого нет на белом свете. Давай попробуем снова. Но это все херня собачья. Ну, а как ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Знаешь, мужики, которые возвращаются, я тебе скажу, как это все работает на самом деле. Потому что от женщин ты этого не услышишь. Они только могут вот это, он тебя любит, он, наверное, одумался, и вот эта вся хрень. Нет, у мужиков так не работает. Женщины, когда делают расклады на мужиков, трактуют их женскими мозгами. В этом и проблема. Знаешь, как на самом деле все? Вот я тебе на ушко расскажу, ты только никому не рассказывай. Если мужик исчез, ушел от тебя на год, на 2, неважно насколько, хоть даже на месяц, и потом возвращается, это знаешь, что значит? Это не любовь, нет. Просто он нахер больше никому не нужен, кроме тебя. Он пошел к одной, она ему отказала. Он пошел к другой, она ему отказала. Он пошел к третьей, она там не отказала, но с ней не так удобно. Та знает себе цену, а ты нет. И он возвращается там, где ему было удобно, и не надо свою жопу поднимать, чтобы девушку добиться, потому что ты удобный вариант. Вот она, правда, жизнь. А не вот это вот, я тоже посмотрел там нескольких тарологов. Он к тебе вернется, потому что он надумался, ага, сейчас. Такой бред некоторые несут. Нет, мужики к бывшим возвращаются только по одной причине. Не одумались, нет. Это не 5-летние дети, чтобы там что-то одуматься и так далее, нет. Он понял, что он просто нахер никому не нужен, а ты удобная. И все. Никаких вторых и третьих вариантов возврата мужика нет. Ты удобная. Об тебя можно ножки вытереть, ты ничего не скажешь. Вот он там походил, писюльку свою выгулял, где-то ему по яйцам надавали, а он к тебе решил вернуться, потому что я тебя люблю. Интересно, а ты ведь веришь в такую ерунду? Вот веришь. На мужиков никогда нельзя смотреть расклады у женщин. Вот никогда. Запомни это раз и навсегда. Потому что женщины трактуют мужиков своими женскими романтичными мозгами. Но на самом деле просто мужик нахер никому не нужен. Вот он и возвращается. То есть никому такой мусор, кроме тебя, не нужен. И вот карты, они прямо говорят. Он тебя эмоционально до сих пор использует как вот запасной аэродром, как болванку.
то с соплями тебе прибежит, да, там с женой поругается и пьяный пишет тебе. То исчезнет на месяц, да, пока трезвый ходит, потом набухается, а потом опять. Ты ведешься, как лохушка, на его мокрые глазки и душевный разговор. «Я же любил только тебя, всю жизнь любил тебя. Эту я не любил, я с ней там только ради детей, а тебя я всю жизнь любил». Вот, и ведь верите вы же реально в такую ерунду верите. Запомни раз и навсегда, это не любовь. Это помойка, в которую ты полезешь снова, потому что ты привыкла к этому дерьму. А он давно перегорел, твой бывший. Но держит тебя на крючке, чтобы свое самолюбие потешить. А то и, не дай бог, писюльку свою выгулить. И не смей сейчас ныть про то, что «А вдруг он изменился?» 5-летний, что ли, чтобы изменяться? Нет, карты показывают, что все, что он может тебе дать, это очередной нож в спину, кучу соплей, в которых ты увязнешь по уши. Почему ты ее не видишь? Но дело в том, что ты настолько залипла в эти свои мыльные драмы с бывшим, что реального мужика под носом ты не заметишь. Даже если он тебе с букетом придет и с кольцом, встанет тебе на это колено, скажет. Ты же все еще воюешь с призраками прошлого, как дурочка, тратишь нервы на переписки с этим отребьем, извини меня. А потом ты удивляешься, почему вокруг одни козлы. Вообще, да, логики нет. Все козлы почему-то. Вот карты показывают, что прямо сейчас есть какой-то адекватный мужик, который пытается до тебя достучаться. Зовет на кофе. Шлет мемчики, да, там помощь предлагает. А ты его в лучшем случае френдзонишь, а в худшем вообще не замечаешь. Потому что твоя вот эта гордость, она требует мести бывшему, а не новой любви. И ты в плену своих же обид, как собака на цепи, рычишь на всех, кто пытается подойти, и при этом скулишь, когда тебе одиноко, и то, что тебе одиноко. Пока не выкинешь эту детсадовскую войнушку из головы, будешь ходить в вечных страдальцах с красными глазками от слез и, как говорится, с мужиком, у которого перегар. И он тебе пишет только, когда напьется. Что делать, зная все это? Ну, знаешь, тут проще пареной репы. Хватит ныть и начни жить. Вот знаешь, карты тут прямо говорят, у тебя все для счастья есть. Друзья, работы, даже, как говорится, тело красивое. Если не жрать по ночам, конечно, чипсы. Но ты сидишь, как слепой крот в своей конуре и ноешь, что принца нет на белом Мерседесе. Ты жопу свою с дивана достань и перестань пялиться в экран, ожидая, что там из турецкого сериала к тебе вылезет вот этот красавчик с цветами и на коне. Нет, конь в телевизор не поместится. Начни, наконец-то, да говорить тем возможностям, которые тебе жизнь подсовывает. Сходи на вечеринку какую-нибудь к подружкам. Согласись на свидание с каким-нибудь вот этим застенчивым там айтишником с работы со своей. На танцы запишись. Да хоть вон соседа позови на чай. Он уже полгода с тобой ездит в лифте и глазки тебе строит. Отрежь ты этого бывшего, как гнилой ноготь. Не просто удали из друзей, а выжги все мосты так, чтобы даже тень его мысли о тебе у него приступ поноса вызывала. Твой новый роман, твоя новая любовь, она не начнется, пока ты не перестанешь оглядываться на прошлое. Слушай меня, я херни не посоветую. И всегда помни, что я всегда рядом.